Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, и вы на моем канале, а я с Украины. 78-й день войны, война продолжается. Совершенно не собирался сегодня выступать, но появилась одна новость, которой обязательно надо поделиться, рассказать. Это будет во второй половине этого видео. Обстановка на основном фронте. Вернемся в 9 мая. Позорный парад, позорный вид главного на этом параде с пледом на коленочках. То, что касается авиационной части, не состоялся авиационный парад. Погода, основная погода, хотя было так же солнечно, как и сейчас. Камень преткновения — это так называемый самолет судного дня или, можно сказать, мусорного дня. О этом самолете очень хорошо. В этом описании будет ссылочка на интервью нашего генерального конструктора Дмитрия Семеновича Кивы. Он подробно объясняет, что это за самолет. Факт, то, что он должен был полететь, очень сомнительный, и поэтому даже непонятно, или из-за этого самолета не состоялся парад, или же его специально включили для того, чтобы в конечном итоге парада не было. А на фронте на данный момент на Харьковском направлении немножечко теснят, на Луганской направлении позиционная борьба, в Донецке аналогично позиционная. Тяжелая ситуация. Мариуполь. В Мариуполе находятся наши бойцы. Идут ожесточенные сражения, находятся бойцы всех родов войск. Там и пограничники, там и территориальная оборона, и Збройные силы Украины. Азов, конечно же, Азов. Их необходимо как можно скорее оттуда эвакуировать. Поэтому все, кто смотрит меня в любой стране мира, где будет происходить митинги в защиту Украины, поддержку Украины, обязательно необходимо поднимать вопрос перед всеми организациями, которые могут помочь в этом вопросе, о выводе наших бойцов из Азовстали. Это довольно сложно, но это необходимо сделать, потому что в данный момент происходит умышленное убийство украинских людей. Там, возможно, еще и находятся и гражданские люди до сих пор. Вчера сижу себе, никого не трогаю, просматриваю новости, и тут, как гром среди ясного неба, сайт такой, называется «Лента Инфо». На этом сайте нахожу вот эту информацию. Опять вопрос наших коллаборантов и тех, кто косвенно виновен в гибели как минимум 1/3 наших самолетов. Они затаились и ждали, как же разрешится следствие, которое ведется сейчас по всем направлениям, пытаются и сопротивляться. Поэтому немножечко расскажу историю, потому что историю, к сожалению, начинают забывать. Компания, сейчас она называется Антонов Logistics Salis, и вокруг нее именно развиваются все события. Компания, в других названиях, существует с 2005 года. Эта компания предназначена для чего? Для того, чтобы быть соединяющим звеном между коалицией стран НАТО, это в основном европейские страны, и грузовыми перевозчиками разными. Не обязательно это авиалинии Антонова, в этой компании участвуют и другие перевозчики. Так вот, успешно работают с 2005 года, хорошую репутацию заработали. Но, по всей видимости, не всем спится спокойно. 2017-2018 год с ведома руководства нашего государственного предприятия Антонов. В эту компанию входит группа людей, можно сказать, захватывает. Подробности говорить не буду, это можете найти в интернете. В течение 2 лет, когда закончился очередной контракт с натовскими странами, он обычно подписывался, обычно на 2 года подписывался. Группа товарищей сказала: всем спасибо, до свидания, хлопнули двери и с чемоданом ушли. В чемодане оказалось довольно много евро. Естественно, идут суды, но демократические суды Германии позволяют получать зарплату вот именно из этих средств, которые сейчас арестованы на счетах Германии. 2 года потребовалось на восстановление репутации, восстановление взаимоотношений с натовскими представителями. Это удалось сделать. В течение этого времени была одна попытка опять заехать к группе товарищей, совершить, по всей видимости, какие-то аналогичные действия, но эти действия были пресечены еще на границе. Там, в Германии, вы думаете, что успокоились представители, те, которые хотят поживиться за счет? Нет, конечно. В середине февраля этого года, за неделю до начала войны, уехала группа представителей государственного предприятия, представителей авиакомпании в город Лейпциг. Это в основном первые заместители нашего директора авиалинии Антонова, Харченко Михаила Григорьевича. И как в нормальном детективе,
А вы сейчас определите, на что это было похоже. Раннее утро, наряд полицейских, судебные приставы, постановление суда, группа товарищей заходит и просит покинуть офис. Очень похожая ситуация, которая происходила, когда было начало 90-х годов, малиновые пиджаки. К сожалению, вы видите, и сейчас это до сих пор происходит. Значит, на первом этапе, пока война не началась, это было официально объявлено, что производится аудит, хотя в этой группе товарищей ни одного профессионального аудитора не было. Хорошо, проводят аудит, отстраняют директора, затем его увольняют. Началась война, пошли беженцы, естественно, летный технический состав начал перемещаться понемногу, не очень быстро, в сторону Лейпцига, потому что работа. Необходимо обеспечивать работу оставшихся самолетов. С этой летно-техническим составом туда попала очень большая группа многих людей, о которых даже сейчас не все знают, которые были взяты под крыло компании Антонов Logistics Alice с новым руководством. Началась трата денег, государственных, можно сказать, и государственных не украинских, а немецких, деньги компании АЛС, за которые необходимо в конце года будет отчитываться. Как отчитываться, сейчас никто не представляет. Когда запахло немножко жареным, концепция нахождения в Лейпциге этой группы с первых же дней, то есть с середины февраля, изменилась. Оказалось, что группа находилась для того, чтобы организовать эвакуацию самолетов в Лейпциг. Но, как вы знаете, естественно, не была не организована никакая эвакуация самолетов, хотя была предложена именно лейпцигской стороной еще 26 января. Наши государственные предприятия Антонов в результате небольшой реорганизации предложено покинуть город Лейпциг группе товарищей во главе с Михаилом Григорьевичем Харченко верстюком и приехать в Киев, отчитаться за проделанную работу. В результате практически никто не вернулся в Киев. Люди растворились где-то на просторах Европы. Верстюк находится еще и в базе данных миротворца. Конечно, возвращаться в Киев абсолютно никакого желания нет. Предпринятые действия должны были положить конец этой вакханалии, и должна была наладиться работа, потому что именно за счет работы наших самолетов, базирующих на данный момент в Лейпциге, все наше предприятие и существует. Оказывается, люди, которые затаились там, а это Чернявский, Марченко, продолжают заниматься не очень хорошим делом. И написали вот это обращение, непонятно от чьего имени, это надо будет разбираться, в национальную полицию. Мне такое ощущение, что Фемида оказалась с очень сильно затянутой повязкой на глазах и не видит ничего. Поэтому я надеюсь, что это, возможно, фейк, эта информация, особенно на этом сайте. И, наверное, завтра выяснится, что никакого криминального дела нет, потому что у меня уже есть информация полностью о проведении реальных аудитов в этой компании. Есть результаты. Результаты, я расскажу о них немножко позже, если ситуация будет усугубляться дальше. Хочется все-таки нам построить новую Украину, и новую Украину строить необходимо с людьми, которые абсолютно не завязаны ни в каких коллаборационистских действиях, никаких коррупционных действиях. Нам с ними не по пути. Сейчас продолжается война. И необходимо на всех уровнях, конечно же, бороться. Как говорится, у нас никто не забыт і ніщо не забито. Слава Збройним силам України, слава Україні і смерть ворогам. Обов'язково далі буде.